Это тот самый темпл известный в скале. Вау, класс. А до того стоило прорваться было через эти места. Тут мужчина сидит, так классно. Вау. Ну все. Забыла я все про ветер, как тут классно. Супер. Так. Это храм в скале сделано. Вот видите, ваш главный герой как одет. В самую теплую одежду, даже в Бодрум я легче одеваюсь зимой. Вау. Ничего себе. Я буду шепотом, очень тихо. Вход 8 евро. Этот храм. Класс. Удивительное место, правда? Стоит побывать. Не знаю, как снять такое видео, чтобы никого не тревожить. Так вот вокруг. Это очень тихо. Кайф. Удивительное место. Ничего такого прежде не видела. Смотрите. Тут вообще уникально. Там еще есть балкончик. Орган. Интересно тут попасть на концерт ангарной музыки, кстати говоря. Вот это класс. Очень интересное место. Купол. Играет классическая музыка. Здесь, видите, позади свечи. Красиво. Здесь, видите, водичка течет. Наверное, это тот самый идеальный такой темпл, храм, каким он и должен быть. Когда вокруг тебя только природа и легкие, знаете, такие акценты, так там диванчик, кресло, просто чтобы ты мог здесь провести время. Но вот эти камни, эти скалы, они на самом деле создают тут невероятное ощущение. Посмотрите. Такое объединение с природой в центре города. Классическая музыка играет. Такой, знаете, храм матушки природы, я бы так сказала. Безотносительно какой-то религии, я бы даже так его назвала. Просто какое-то место уединения, покоя. Напоминание о том, что мы частичка природы, и мы, только находясь в гармонии с ней, уважении к ней, можем по-настоящему чувствовать себя счастливыми и здоровыми, и вообще. Блин, да-да-да. Похоже, я приехала в Хельсинки исключительно ради этого места.
чтобы все были счастливы. Был мир, здоровье для каждого в этом мире. Кстати, на ChatGPT я только что узнала, говорю, расскажи мне про это место. И ChatGPT, собственно, сказал, что уникальность этого места — соединение архитектуры, камня и природы. Собственно, то, что я и сказала, как я и почувствовала. И вы знаете, когда был открыт этот храм? В 1969 году. Вы представляете? Мне кажется, вот сейчас вот я поняла, что на самом деле это самое удивительное место Хельсинки, однозначно. Как я вовремя пришла. Посмотрите, сколько туристов. Все. Пришло очень много маленьких тайских деток. А здесь, смотрите, какое есть место. И можно взять с собой на любых языках такие вот слова. Господь Бог, который любит тебя, говорит: я творю все новое, и тебя самого. Класс. Смотрите, на всех языках мира. О, на турецком для мужа возьму. И что самое классное, для українського, на українському язикі. Довіряю тобі. І тоді він допоможе тобі. Клас. Батько мій небесний, я не здатна розуму осягнути тебе, але я довіряю тобі. Да? А на каждом, кстати, на каждой картинке разный текст. Класс. Обязательно на английском. This is the source of my happiness. God is my father, and I'm his child. God is a powerful, and He going to do great things. He wants to do them in your life too. Класс, берем. Вы представляете, в этом месте проводилась и свадьба. Да, вот это невероятно. Тут еще есть второй этаж. Хочу подняться, посмотреть, как выглядит этот темпл. Какая-то акустика. К сожалению, много деток пришло. Немножко людно. Сейчас мы отсюда какой-нибудь кадр тоже заснимем. Красивый. Да, тоже красиво. Но мне как-то даже с первого уровня гораздо больше нравилось. Там вот эта часть, она какая-то вообще неземная. Она какая-то невероятная. Мне кажется, половина видео будет мое бурчание по поводу ветра, да, в этом видео, в этом влоге. Но на самом деле не смешно. 50-70 километров в час ветер с порывами до 80 и так далее. Хочу вам сказать, что это на самом деле не шутка. То есть это очень-очень утомительно. Вы видите? То есть и ветер ледяной просто. И ты проходишь 1 километр, прошел такой 10 минут, думаешь, боже, как ты устал. На самом деле ощущается, как будто бы ты уже идешь часа 2. Вот, поэтому здесь такие ощущения вы имеете в виду, потому что Хельсинки — это не то место, где вы будете много ходить и гулять по городу. Вот я сейчас преодолела этот ветер, дошла, и посмотрите, я пришла в этот темпл, который в скале. Оно того стоило. Конечно, по ветру, но из последних сил сегодня я сюда дошла. Слышите, как я хочу в Бодрум. Сегодня я не хотела уезжать из Копенгагена, из Хельсинки. Я сегодня только и думаю о том, что, боже, как я вернусь домой, сяду в свою теплую машинку, открою окно, и мне будет поддувать теплый морской ветер. Проходила и думаю, что-то знакомое. Это, собственно, NH Collection отель, в котором я, собственно, был второй вариант остановиться, но я выбрала Камп. Даже не знаю, это лучше или нет. Ну Кампка, наверное, все-таки лучший локейшн. Но тоже красиво. Посмотрите, уютный дворик и диванчики. Стильненько. Ну, он на главной улице, прям здесь по вокзалу у форума. Стокман. Та улочка со всеми магазинчиками. Там параллельная улица, где отель Камп. Там тоже магазин, там более такой люкс-сегмент. А здесь, скажем, такой middle class. В общем, здесь тоже достаточно приятная улица. О, интересно, что это там на горизонте. World Trade Center. Прикол.
Дождь пошел. Внезапно. Ага, это же и моя улочка. А я уже вернулась на свой райончик. Как мне здесь нравится, здесь хорошо, спокойно. Все-таки, вы знаете, может быть, этот отель мой на реставрацию, но то, что он рядом с этим бульваром замечательный, прямо на набережной, это, конечно, восхитительно. Довольна очень своим отелем, уже на своем райончике. Вот тут мой отель. А я охочусь за рыбным супчиком. Хочу обязательно его сейчас поесть чего-нибудь горяченького после такого ветра. Это такой красивый этот бульвар. Мне так нравится, что вот у меня отель выходит прям в такую зеленую зону на набережную. В общем, конечно, этот отель на реставрации, но то, что он... Вот, кстати говоря, мой отель. То, что он на реставрации, конечно, очень обидно. Очень обидно, потому что я хотела этот отель именно ради эстетики, ради архитектуры. Знаете, вот прям насладиться, кайфануть и поснимать. И сама люблю в таких местах находиться. Но что поделать, соляви. Значит, какой-нибудь другой подарок вселенной нас ждет в этой поездке. А я иду есть известный, самый любимый мною уже сливочный суп. Там есть одно место, называется, по-моему, Soup and More, в котором всегда есть вкусный сливочный суп. Миленькие черепашки. Что они тут делают, интересно. А вот, собственно, то место. Почему-то оно закрыто, но люди вроде шли оттуда с едой. Тот самый фудмаркет, где должен быть суп. Ой, ну тут с капелли прям пахнет. Это как красиво. Такая стеклянная терраса. Ой, мне здесь очень нравится. Это прям мой. Что, я остановилась в этой кафешке, потому что здесь есть суп. Hello! Fish soup, please. Fish soup, yeah. One. And avocado bread you have, yeah, please. One avocado bread, yes, please. Буду сидеть в этой красоте. Ну что, 22 евро с чем-то. Это у меня авокадо-тост и суп. Суп я сама себе сейчас должна положить. Класс. Сейчас будем сервировать. Вот, видите, супчик рыбный. Где он тут? О, красота. Ну что, сейчас будем пробовать. В принципе, для 23 евро это очень неплохо. Можно было, в принципе, не брать авокадо-тост, но очень выглядел классно. Мне кажется, это очень неплохо. С таким видом. Я, смотрите, в такой стеклянной капсуле. Видите? Кайф. Ну что, приятного аппетита. Давайте сейчас сразу отведаем этого супчика. Тут только картошка, зелень и... Это очень вкусно. Такой прям как домашний в детстве. Я завтра больше не буду искать себе место. Я просто приду и снова съем этот суп. Класс. Очень атмосферно, правда? Проблема тут, правда, со столиками, но мне достался вот такой вот... немножко, знаете, не хватает тут свежего воздуха в этой ротондочке. Но это, мне кажется, очень классно. Самое главное, что посмотрите, сколько семги. Это хумус и масло. Напротив моего отеля Фейзер. Очень известная старинная кафетерия. Вау. Ну, невозможно пройти мимо. Надо все поразглядывать. Ванильные всякие булочки, круассаны. Блин, опять у меня аллергия будет. Сколько можно? Брод, всякие салаты. Так. А интересно, есть кто-то так известный blueberry cake, blueberry pie? I would like to have blueberry pie. It seems like they don't have it. Еще кофе предложили шоколадку, спросили, веган или обычно. Сказал, веган, конечно. Смотрите, вот фотография, каким было кафе, 1891 год. Да вот, какое оно сейчас. Класс. Так, мой капучинка. Ну что, это можно даже считать не преступление. Безлактозный, веганский, безглютеновый кейк
шоколадный с роузбери с малинкой, капучинко на овсяном молочке. Ну, в этом месте просто я должна была, обязана попробовать что-то классное. И что-то такое красивое. Вау. О, боже, какой вкусный. Вы знаете, капучино на овсяном молоке, на самом деле, у меня в отеле был ужасный просто. Но здесь капучино стоит, сколько стоит? 5 евро. Мне кажется, даже в Бодруме у нас, кстати, дороже кофе на овсяном молоке. Боже, как вкусно. Вау. Сейчас будем пробовать розбери кейк. Шоколад and розбери. Ну-ка. Левой рукой крайне сложно, но сейчас для камеры. Так. О, боже. Я теперь поняла, почему у этого места 4,4 скор. Не так много тут заведений, которых выше 4. 4,5. Не, ну это действительно вкусно. Ну все. Можно есть законы пирожных. Тут еще такое колоритное трио сидит. Мужчины, мне кажется, французы. Так стильно одеты. Прям дополняют атмосферу этого кафе. Такого вкусного пирожного и такого вкусного кофе давно у меня не было. Смотрите, что написано на салфетке. Что открылось его французско-русское кафе по этому адресу в Хельсинки. Он очень быстро взял своими десертами сердца людей. И так и началась его история успеха, которая до сих пор продолжается. Но это действительно так, потому что это действительно очень качественно, вкусно. Завтра вернусь еще, как она выглядит миленькая, видите, кофейня Фейзер. И у них, кстати говоря, очень много безглютена и безлактозных десертов. Если вам будет интересно, то есть веганская тема. Ну, я уже ем, видите, и все, и глютен, и молочку эту неделю. За что уже, в принципе, поплатилась, но ничего. Все вернем на места, как вернемся домой. Да, хоть немножко утихает ветер, становится так прикольно, умиротворенно и стильно вокруг. Красота! Ну, везет мне на реставрации. Я так думала, сейчас выйду с выходом, прям такой вау. А это, кстати, вот взяла для мужа из этой кафешки сладостей. Ну вы посмотрите, это же надо. Да, что-то, что бы это могло означать. Пусто, никого нет. Слушайте, ну это вообще прям прикол. Смотрите, вон Хельсинки, City Museum, Pride. Вот так вот. Ну, наверное, это просто музей Хельсинки. А Pride они просто поддерживают. Ну, здесь все, я так понимаю, что если хочешь быть successful, должен поддерживать Pride. Но, может быть, это просто музей Pride? Не знаю. Надо пойти почитать. Наверное, это просто городской музей, кстати говоря. Но он у меня не в листе. Я не знаю, это какое-то новое для меня здание. Не знаю, но очень красивая здесь площадь. Мне так нравится здесь атмосфера, эти желтые домики. Вообще у меня такое ощущение, что я сейчас в Киеве. Весь день у меня ощущение, что я в Киеве. Я так рада, что у меня получилась такая поездка. Осло, Копенгаген, Хельсинки. Я так посмотрела Скандинавию, не тороплюсь. Все это вложилось у меня в неделю. И вы знаете, мне кажется, Осло и Хельсинки — это такие города, которые вот нужно приехать хотя бы раз в жизни, один раз здесь побывать. А вот Копенгаген — это, мне кажется, город, в который можно возвращаться снова и снова за устрицами, за атмосферой, за этими садами, музеями, парками. Ну а вот на мой вкус Осло и Хельсинки — это такие места, в которые вот один раз приехал, или, может быть, если ты там с круизом приезжаешь, здесь как-то побыть.
Но, в общем, это не такие города, в которые хочется возвращаться и возвращаться. Ну и не забываем, что сейчас 29 на дворе июня. Я в самой своей теплой куртке, которая у меня есть, в худи, ветра. Ну, в общем, это такие места, знаете, в которые точно стоит посетить, но на любителя возвращаться, на любителя. Смотрите, как пусто. Никто не хочет гулять по ветру. Практически на вертикальном обрыве. Представляете, это вот на этих островах, и они даже используют. Иду я в ванную, думаю, сейчас наберу себе ванную горячую, посплю. Стою тут такая, думаю, играю с этим диммером, регулирую свет. Тут звонок в дверь, открываю, и девушка говорит: room service, I came to make your bed. Принесла мне воды, конфетки и предложила сделать мне кровать. Ну, я уже сама себе сделала кровать, я ее расстелила уже. Представляете, они пришли расстелить кровать. После такого шикарного холодного дня горячая ванна с солью, с уточкой будет самое то.